Я должен достичь совершенства. Марк Дакаскос – мастер боевых искусств, актер, режиссер и телеведущий, пик популярности которого пришелся на 90-е. Виртуозный боец давал отпор своим киношным противникам, вызывая у миллионов парней по всему миру восхищение своим мастерством. И хотя сегодня его имя уже не значится в числе ярчайших звезд Голливуда, он продолжает работать, пусть и не так активно, как раньше. Подробности жизни легенды боевиков узнаете из этого видео, которое мы сделали по вашим запросам. Микс-шоу представляет. Как живет Марк Дакаскос и что с ним стало? Марк Аллан Дакаскос родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, американского штата Гавайи, в семье мастера кунг-фу Альберта Дакаскоса и его ученицы Марико Маквей. Известно, что многие члены семьи матери актера были убиты во время бомбардировки Хиросимы. В жилах Дакаскоса течет филиппинская, китайская, японская, ирландская и испанская кровь, что в дальнейшем часто использовалось режиссерами. За годы карьеры он сыграл китайца, японца, казаха и даже мексиканца. Примечательно, что именно отец стал первым наставником Марка в постижении боевых искусств, которые он начал изучать с 4 лет. Мать будущего актера не принимала участия в воспитании сына, передав его на воспитание дедушки и бабушки. У них он жил до 6 лет, проводя детство на теплом и солнечном гавайском побережье. Затем отец снова женился и забрал мальчика в США. Мачеха Малия Берналь относилась к Марку с любовью и стала для него родным человеком. После переезда он обучался в открытых отцом и его новой женой школах кунг-фу и налаживал отношения со сводным братом Грегом, которого до сих пор считает своим лучшим другом. Стоит отметить, что Малия, которую Марк позже стал называть своей настоящей мамой, была мастером боевых искусств. Входила в десятку лучших американских бойцов, в течение 5 лет держала титул чемпиона США по кунг-фу среди женщин. И первая из них попала на обложку популярного журнала «Черный пояс». Под ее руководством маленький Марк познавал все тонкости искусства боя. С 7 лет мальчик начал участвовать в соревнованиях по боевым искусствам, а свой первый турнир выиграл, когда ему было 9. И это неудивительно, ведь Марк ежедневно посещал тренировки по дзюдо, кэмпо, боксу и карате. А в системе самообороны Вун Хоп Куэн, которую изобрел его отец, он получил черный пояс. Совокупность различных техник и приемов, дополненная приемами бразильской капоэйры, впоследствии успешно использовалась Дакаскосом в фильмах с его участием. Почти все свое детство он провел в боях и спаррингах, где проявлял себя с самой лучшей стороны. Тем временем родители Марка были признаны лучшими учителями кунг-фу в США и получили приглашение из Германии поделиться опытом со своими европейскими коллегами. Таким образом, когда мальчику было 10 лет, вся семья переехала в Гамбург, где ему вместе со сводным братом пришлось посещать местную школу, в которой их родной английский имел статус факультативного предмета. Строгая немецкая атмосфера была чужда мальчишкам, но они старались учиться. Как вспоминал позже Марк, ему было очень нелегко привыкнуть к новому образу жизни. Тем не менее, он овладел немецким и французским языками, а за свои спортивные достижения пользовался популярностью у сверстников. С 15 лет будущий актер начал увлекаться игрой на барабанах, а когда ему стукнуло 17, продал их, собрал все накопленные деньги и отправился на Тайвань для изучения боевых стилей шаолиньских монахов. В одном из интервью Дакаскос рассказывал, что в то время он был в поисках своего пути. Его интересовало внутреннее содержание человека, поэтому он изучал различные религии и философии. А после просмотра фильма с Джетом Ли «Храм Шаолинь» и сам подумывал стать буддистским монахом. Однако монахом ему не суждено было стать. Все из-за банальной нехватки денег и голода. Парень жил в чужой стране, где платил за аренду, обучение в китайской школе и уроки кунг-фу. После чего у него оставалось меньше $1,5 на жизнь, которые можно было потратить либо на транспорт, либо на еду. Чтобы как-то выживать, он стал преподавать английский и немецкий, а спустя полгода обратился за помощью к отцу и был рад работать с ним. Так мир потерял монаха, но приобрел превосходного мастера боевых искусств и актера.
По возвращении в Америку юноша увлекся капоэйрой, спортивным видом борьбы с элементами танца. К этому его привело разбитое после расставания с девушкой сердце. Чтобы выйти из тяжелого состояния на грани депрессии, он переключился на новое для себя занятие. Меж тем, спортивная карьера Марка уверенно шла в гору. К 18 годам он принял участие более чем в 200 турнирах по всей Европе и Соединенным Штатам, собирая один за другим престижные титулы. В частности, Дакаскас дважды выиграл гамбургский чемпионат по карате, стал победителем на итальянском и европейском турнире по этой спортивной дисциплине. Не забывал парень и об образовании. В частности, он изучал китайский язык и драму в Портлендском университете, где преподавал его отец. Когда Марку исполнилось 19, он сыграл в своей первой пьесе, принять участие в которой его побудила детская мечта стать писателем. В кино Дакаскас попал случайно в середине 80-х. Гуляя однажды со своей девушкой по китайскому кварталу в Сан-Франциско, его остановили два парня с вопросом, не хочет ли он сниматься в кино. Марк подумал, что в этом есть какой-то подвох, и отказался, но по совету мачехи все же перезвонил по оставленному номеру телефона. Пришел на пробы и получил роль бойфренда красавицы-китаянки, которую играла актриса Джоан Чэнь. Несмотря на то, что все сцены с участием Марка в этом фильме под названием «Дим Сум. Легкое биение сердца» были вырезаны, интерес к актерству уже возник. К тому же молодой спортсмен получил необходимый опыт в кино, а также обзавелся связями в Голливуде. Впрочем, как и многие звезды, Марк начинал с небольших ролей в сериалах и малобюджетных фильмах, таких как «Академия ниндзя», «Город ангелов», «Доктор Дуги Хаузер» и «Флэш». В течение нескольких лет он снимался в незначительных проектах, пока в 92-м актера не пригласили на одну из главных ролей в фильме «Американский самурай». Ты свалился с неба на тропу моей жизни. Но только один из нас продолжит этот путь. Такова наша судьба. Перед съемками в этой картине Марку, обладателю спортивного телосложения с ростом 175 сантиметров и весом от 65 до 70 килограммов, пришлось поправиться на 6 кило, поскольку он показался режиссеру чересчур худым. А на самом кастинге на роль в «Американском самурае» произошел неприятный для Дакаскаса инцидент. Тогда у него еще не было бутафорского самурайского меча, и актер позаимствовал атрибут у друга. А после демонстрации своих возможностей по боевым искусствам заметил, что все смотрят на него с ужасом. С запястья Марка текла ручьем кровь. Оказалось, самурайский меч был самым настоящим. После этого зрелища продюсеры подписали с ним сразу 6 контрактов. Правда, жертвой искусству стали порезанные мышцы и сухожилия. С того времени началось стремительное восхождение новой звезды экшн-фильмов. Значимой работой начинающего актера стала съемка в боевике 93-го года «Только сильнейшие». Сколько тебе платят в этой школе? У меня есть крыша над головой. Это все, что мне нужно. В роли учителя капоэйры для персонажа Дакаскаса снялся Хоселито Амен Санто, инструктор, который учил капоэйре самого Марка. В 1994 году вышел на экраны фантастический боевик «Двойной дракон», где актер сыграл одну из главных ролей. Мы что, должны это носить? Отличный костюм. В магазине такого не купишь. Но голубой я не надену. Затем он снялся в боевике 1995 года «Кикбоксер 5. Возмездие». Его создатели планировали снять и 6-ю часть фильма, где главную роль снова должен был играть Дакаскас. Однако, поскольку 5-я часть не принесла приличную прибыль, эту идею отвергли. В следующей своей картине «Плачущий убийца» Марк вместе с режиссером сам ставил финальный бой на мечах. Я гончар. Хороший гончар делает хорошие изделия только из своей глины. Главное найти хорошую грязь. Я ее сушу, режу на кусочки и просеиваю. Примечательно, что актер выполнял все свои трюки самостоятельно. Именно этот фильм, снятый по мотивам популярной в Японии манги и получивший приз зрительских симпатий на шведском кинофестивале фантастических фильмов, считается одним из лучших в его карьере. Между прочим, со своей будущей женой актрисой Джули Кондра Марк познакомился в самолете, когда они летели вместе на съемки именно этого боевика. Между молодыми людьми сразу же появилась симпатия, которая переросла в более глубокие чувства. Затем последовали ленты «Смертельное прошлое», «Остров доктора Моро», «Саботаж», «Генозавр», «Красный след», «Буги-бой», «Операция» и «Убежище».
Среди этих фильмов особенно выделяется фантастический боевик «Драйв», который также считается одним из лучших фильмов в карьере Дакаскаса. Что будем делать? Выполняем главный план. Что еще за план? Не попадать под пули. Хороший план. В 98-м актер сыграл главную роль в мистическом телесериале «Ворон», заменив Брэндона Ли, погибшего на съемках одноименного фильма. Прошу тебя. Я не хочу умирать. Попробуй. Может понравится. Сериал был закрыт после первого же сезона, хотя имел высокие рейтинги и был хорошо принят фанатами. Работа над сериалом в основном проходила в Ванкувере, и, как в случае с фильмом, не обошлось без трагедии. Погиб один из каскадеров. Однако самым ярким событием того года для Марка стала свадьба с Джули Кондрой, которая состоялась 5 января. Вот так красавец-мужчина, который во многих ранних интервью не раз говорил о том, что не создан для брака и вряд ли когда-нибудь примет на себя подобную ответственность, вычеркнул свое имя из списка завидных холостяков. Не хотел актер и обзаводиться детьми, о чем также неоднократно упоминал в СМИ. Причиной тому, по словам знаменитости, служил пример его собственного отца, который был женат 6 раз и имел много детей от разных женщин. К слову, у Марка 2 сводных брата и 3 сестры. Но когда он встретил очаровательную Джули, то инстинкт подсказал ему, что она будет замечательной матерью, что по итогу и подтвердилось. В 99-м актер засветился в одной из серий 2-го сезона популярного комедийного сериала «Китайский городовой» и сыграл главную роль в боевике «База». В 2000-м у актерской пары родился первенец, которого назвали Маккалани Чарльз. Позже появился второй сын Капона и дочь Ноэлани. К слову, все дети были рождены на Гавайях, родине Марка. Фильмография же Дакаскаса в 2000-м пополнилась главной ролью в гонконгском боевике «Шанхайский связной». А в начале 21-го столетия интерес к боевикам поугас, и актер стал постепенно переключаться на более глубокие роли. Однако в большинстве своем далеко уйти от образа дерущегося парня так и не смог. Он снялся в фильмах «Инстинкт убийцы», «Жаркий день» и в одном из эпизодов сериала CSI «Место преступления». Но наиболее яркой работой того периода стал исторический фильм с Моникой Беллуччи и Винсаном Касселем «Братство волка». А ты смог бы сойтись с женщиной белой расы? Цвет женщины не имеет значения, когда она голая. Для съемок в этой картине Марк специально обучался верховой езде. Но самым сложным была для него работа на холоде. Как признавался актер, на площадке он весь дрожал, а изо рта у него валил пар, и единственным спасением для него был шатер с обогревателем. Спустя 2 года после съемок в «Братстве волка» ему предложили роль в еще одном фильме с Моникой. Дакаскаса соблазняли огромными гонорарами, которые не предлагали за всю его кинокарьеру. Но сценарий оказался просто ужасным. Тогда он решил позвонить Монике Беллуччи, чтобы узнать ее мнение на этот счет. Актриса сказала, что, несмотря на хорошие деньги, которые им предложили, если они снимутся в этой картине, это может стать их последней работой в кино. Одной из актерских удач Марка стала работа в фильме «От колыбели до могилы» 2003 года. В этом боевике Дакаскас выступил в амплуа злодея, а его коллегами по съемочной площадке стали Джет Ли и рэпер DMX. У меня мало времени. Это все? Я опасен, мистер Фейт. В 2005-м на экраны вышел международный проект с участием Дакаскаса «Кочевник». Над производством фильма по мотивам казахской истории 18 века трудились в России, Казахстане, Франции и США. В нем Марк играет отрицательного персонажа. И на премьере ленты в Казахстане на сцене его гибели зрители в зале так радовались, что Дакаскасу стало даже немного не по себе. Соберись духом, несчастный. Я выбью из тебя душу. Попробуй. 20 лет назад тебе это не удалось. В том же году он появился в семейной картине «Младший пилот». Чуть ранее актер начал вести кулинарное телешоу «Железный повар Америки». Шоу транслировалось на американском кабельном телеканале Food Network до 2018 года. И актер признается, что за эти годы так и не стал искусным поваром. Но его смело можно назвать гурманом, ведь ему приходилось пробовать по 10 блюд за программу. Затем с участием Марка вышли военная драма «Отважные», канадский телефильм «Катастрофа. Солнечный удар» и 2 части военного боевика «Миссия спасения», он же в оригинальном названии «Охота на первого орла».
В 2007-м актер принял участие в озвучке видеоигры Stranglehold, снялся в криминальной комедии по прозвищу «Чистильщик», другое название этого фильма «Сюрприз», в фантастическом боевике «Агент пришельцев», триллере «Я воин» или в оригинале «Я Омега». Последний вышел накануне премьеры фильма «Я легенда» с целью разделить с ним кассовый успех. Кроме того, Дакаскос появился в 2 сезонах сериала «Звездные врата. Атлантида», а также стал ведущим нового кулинарного шоу под названием «Следующий железный повар». Затем последовали роли в сериале «Посредник» и биографическом телепроекте о боевых искусствах в Китае «Легенда о Брюсе Ли», основанном на истории жизни легендарного актера и мастера боевых искусств. В 2008 году Марк Дакаскос посетил Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» в Казани, в рамках которого провел мастер-класс по боевым искусствам, отметив при этом, что единоборства являются частью национальной культуры. Их необходимо сохранять и развивать. А в 2009-м появился в боевике «Шрам Сербии» и ужасах «Вулфсбейн. Человек-волк». Кроме того, поклонники Марка с интересом наблюдали за ним в 9-м сезоне популярного шоу «Танцы со звездами». В 2010-м актер снялся в боевике «Тени в раю». А следующим наиболее ярким проектом с его участием стала криминальная драма с экшн-элементами «Гавайи 5.0». Другое название «Полиция Гавайев». Телесериал, где Марк снимался в своем родном городе и играл плохого парня, выходил до 2020 года. Разве так встречают гостей командора Уайт? Признай, что в этих апартаментах нормальный тайник сделать просто негде. Это повысило мои шансы на успех. Одним из необычных и интересных для актера стал опыт работы в популярном и невероятно успешном веб-сериале «Смертельная битва. Наследие». Бар закрыт. Я пришел сюда не пить. Но если ты отпустишь моего друга, обещаю, я не причиню тебе боли. В 2013-м Марк появился в семейном фэнтези «Пропавший медальон», а в 2014-м сыграл коварного бизнесмена в российском сериале «Дело Батагами». По словам Дакаскоса, главной трудностью во время съемок для него было то, что он не говорит по-русски, но это компенсировалось профессиональной командой и теплой атмосферой, которая царила в рабочем процессе. Также в этом году фильмография знаменитости пополнилась ролями в сериале «Полиция Чикаго», комедии «Удержимый» и боевике «Операция возмездие». В 2015-м он присоединился к актерскому составу сериала «Агенты Щит», где ему досталась роль главы службы безопасности. А в августе Дакаскос посетил Международный фестиваль искусств Bridges of Arts в Ростове-на-Дону и к восторгу своих поклонников исполнил несколько боевых элементов, демонстрировал перед прессой свою прекрасную физическую форму, крутил сальто и садился на шпагат. В ходе мероприятия он рассказал, что более 10 раз посещал Россию, но Ростов ему особенно понравился. Через год Марк Дакаскос попробовал себя в качестве режиссера, сняв картину «Разборка в Маниле». Также он выступил в качестве исполнителя одной из главных ролей и постановщика боев совместно со своим отцом. Еще коктейль? Да, принеси. Фильм с бюджетом $3,5 миллиона вышел в прокат зимой 2016 года под эгидой продюсерского центра Александра Невского, но в прокате не собрал и 2 миллионов. В том же году Дакаскос сыграл небольшую роль в одной из серий 5-го сезона популярного сериала «Люцифер» и появился в боевике «Вне игры». В 2017-м вновь по предложению своего друга Александра Невского, с которым Марк ранее познакомился в Голливуде, он снялся в боевике «Максимальный удар». Этот фильм также провалился в прокате и имеет низкий рейтинг на сайте IMDb. Куда успешнее для Дакаскоса оказалось участие в фильмах того же 2017 года «Окончательный приговор», «Идеальная невеста» и сериале «Путь». В 2018-м актер озвучил персонажа в мультфильме «Остров монстров», а весной стало известно, что он подписал контракт с создателями франшизы «Джон Уик» и снимется в продолжении культового боевика. «Джон Уик 3» вышел на экраны кинотеатров в мае 2019-го. Должен сказать, я очень давно мечтал о встрече с тобой. Я твой фанат, Джон Уик. И в том же году Марк снялся в роли монаха в сериале Netflix «Убийцы Ву», появился в комедийном боевике «Киллер по вызову» и сыграл со своей женой в фильме про зомби «Последний заезд».
В 2020-м фильмография Дакаскаса пополнилась ролью в картине «Одна ночь в Бангкоке», а в 2021-м он принял участие в озвучке мультфильма, созданного на основе комиксов DC «Бэтмен. Душа дракона». Сегодня Марк – любящий и верный муж, заботливый отец 3 детей. Кстати, у актера есть и собаки. Старший сын знаменитости, которого в семье называют Коа, увлекается музыкой, отлично играет на саксофоне и пианино. Кроме этого, он под руководством отца осваивает кунг-фу и тайский бокс, а также начал сниматься в фильмах. У второго сына Капона хорошие математические и футбольные способности. А младшая в семье, дочь Ноэлани, любит читать Шекспира и мечтает стать актрисой. Своим же хобби артист считает игру на гитаре, в которой начал обучаться во время съемок сериала «Ворон». Также он любит играть на барабанах. В свободное время пишет стихи, сценарии и рассказы, продолжает изучать иностранные языки. Тренируется как актер и спортсмен, занимается йогой и серфингом. Марк обожает путешествовать и узнавать о других культурах. Он побывал в Японии, Малайзии, России, Казахстане, Венгрии, Израиле, Канаде, Франции, Африке и на Филиппинах. В течение месяца жил в Непале, посетил Гонконг и Китай. А в начале сентября этого года стал гостем фестиваля «Комик-кон» в Украине. Помимо кинотворчества, Дакаскас участвует в общественном проекте Александра Невского по пропаганде здорового образа жизни в школах Тульской области. Сам актер никогда не принимал наркотики и почти не употребляет алкоголь. У актера также есть бизнес, связанный с питанием. Продуктовый бренд «Кулинарные чемпионы», который он активно продвигает в Инстаграме. К слову, если говорить о рекламе, то в 2007 году Дакаскас стал лицом американских сигарет «Самурай», что не очень-то вяжется с ЗОЖем. Актер владеет состоянием в $2 миллиона. Вместе с семьей он проживает в собственном доме в Южной Калифорнии, внутренняя отделка которого выполнена в светло-коричневых молочных тонах. В интерьере много мебели в темных и светлых оттенках, преимущественно коричневого цвета. Вокруг дома участок, значительная часть которого отведена под спортивную площадку. Свой предыдущий дом Westlake Village Дакаскас продал в 2016-м за $1,45 миллиона. Покупал же он его еще в начале 2000-х за 741 тысячу. Просторная кухня и столовая были явно достойны железного повара, а приватность жилища обеспечивали высокие деревья. О других объектах недвижимости знаменитости, как и о его авто, неизвестно, но не исключено, что он является обладателем пикапа Chevrolet S10, который рекламировал на пике своей карьеры. Как вы думаете, увидим ли мы еще прорывные картины с участием Марка Дакаскаса? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.